Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня предложить вашему вниманию вот такое вот украшение. Украшение получилось очень изящное, очень нежное. А плетется оно на основе цепочки. Мне пришла в голову одна цепочка. И на основе этой цепочки можно сделать, просто огромное множество украшений. Я вам сейчас покажу. Смотрите, сама цепочка, вот она красная. Она плетется достаточно просто, всего лишь из двух элементов. Если вместо вот этих вот бисерин вставить кристаллы, вот они, и можно сделать очень красивые украшения на шею на основе этой цепочки, причем можно сделать, разные украшения. У меня, к сожалению, нет красивого бисера 8 размера, потому что, если делать украшения на шею, хорошо было бы, конечно, бисер 8 размера. Если мне до Нового года удастся выписать себе красивый бисер, то я, наверное, украшение это сделаю. Еще раз говорю, что можно, всячески. Смотрите, здесь я просто по-разному вставила вот эти вот кристаллы, и цепочка пошла, видите, у нас дугой, можно продолжить. Если вставить кристаллы чуть меньшего размера и закольцевать, то получается вот такой вот элемент. Из таких элементов можно сделать украшения на шею. Можно, кому захочется, сделать их не 3, а больше. Можно сделать браслет, если сшить вот так попарно, и следующее украшение пришить опять к вот этим двум бисеринам. Можно сделать из таких элементов сережки, и разные прочие другие украшения. Для этого украшения я сделала, совершенно простую цепочку. Я вам покажу, как она плетется, хотя вы, наверное, вот уже по внешнему виду и видите, и знаете, как это сделать. Это очень просто и плетется в течение 10 минут. А вот смотрите, если вы захотите, допустим, цепочку более сложную, то у меня есть плейлист, который называется «Цепочки бисер». Вот просто просится или вот такая цепочка. Ощущение такое, что она сделана как будто бы для вот этого украшения. И не потому, что здесь кристаллы такого цвета, а по стилю она подходит. Смотрите, уголочки, здесь уголочки. Будет очень красиво, если сделать именно на основе вот такой цепочки украшения. Все эти цепочки есть в моем плейлисте «Бисер цепочки». Ссылочку оставлю в описании. Заходите, смотрите, выбирайте и плетите с удовольствием. А я вам расскажу, из чего и как я делала это украшение. Бисер 18141. Такой темно-серебряный или слабо-бронзовый. Что-то между бронзовым и серебряным. Довольно неплохой и более-менее... Вот я распаковала новую пачку. В этой пачке бисер какой-то более стойкий. В прошлый раз я плела из этого бисера, и у меня половина бисера облезла. Так что, видно, еще зависит от производителя. В данном случае я использовала биконусы 4 миллиметра. И, как я говорила, можно эти украшения делать не с биконусами, а с кристаллами. Под 10 размер бисера сюда подойдут кристаллы 3 на 4. И можно поэкспериментировать с кристаллами 2 на 3. Вот сами звездочки я плела нитью. И пришла к выводу, что лучше плести их на леске. Леска 0,18-0,2. Цепочку я делала именно вот на этой леске. И думаю, что, видите, элементы эти получились какие-то, очень у меня хлипковатые. То есть их нужно делать или на мононите. Здесь не очень много прохождения получается нитью, поэтому можно сделать даже толстой мононитью или леской. Я вам покажу, как плетется цепочка и как делать украшения на бисере номер 8. Хотя в этом украшении я применяла бисер номер 10. Вам на бисере номер 8 будет гораздо лучше видно.
Также у меня здесь биконусы 6 миллиметров. Ну, один элемент мы сделаем с биконусами, а второй попробуем сделать с кристаллами. Ну, итак, давайте приступим. Черная мононить. Первый набор. 4 бисерины. Подводим их к концу нитки. И завязываем узелочек. У нас получается, смотрите, крестик. Крестик, как в монастырском плетении или как в плетении в крестик. Выходим в любую из бисерин, которая нам нравится. И следующий наш набор – это 3 бисерины. Подводим их к нашему крестику. И делаем вот так. Заходим, смотрите, наша нитка выходит сюда, а я захожу вот в эту вот среднюю бисерину в обратном направлении. И подтянула. Вот так. Теперь я набираю 5 бисерин. Подвожу их опять к нашему плетению. И смотрите, из этих 5, раз, два, три, четыре, 5, я захожу в средние 3. Вот с обратной стороны нитка выходит сюда, а я с обратной стороны захожу вот в эти 3 бисерины. Вот так. И хорошенечко подтягиваю. Хорошенечко подтянула, и смотрите, что у нас с вами получилось. У нас получился вот здесь вот треугольник с такой шапочкой. Вместо этой шапочки можно брать любой кристалл, если вы захотите сделать с кристаллами. Или бисерину другого цвета, или можно даже другого размера. Тут уже на ваше усмотрение. И получился сразу следующий крестик. Вы знаете, вы сейчас ничего не обращайте внимания, в какую сторону у нас смотрит нитка или куда направлены наши уголочки. Они никуда не денутся, и после того, как вы сплетете нужное количество вот этих вот уголочков, они все встанут на место. То есть плетите, ни о чем не думайте. И вот таких вот 2 набора мы будем все время повторять. То есть первый набор после крестика идет 3 бисерины. Подтянули. В обратном направлении заходим в среднюю. Подтянули. Набрали 5. Подтянули их к плетению. И из этих 5, вот нитка у меня выходит, с обратной стороны заходим в 3 средних. Вот это и вся цепочка. Самое главное хорошо подтягивать. И в таком духе продолжаем дальше. 3. То есть мы каждый раз набираем 3 бисерины. Подтягиваем. С обратной стороны заходим в среднюю. Набираем 5. Подтягиваем. И проходим в 3 средние. Вот так. И так плетем до нужной нам длины. Смотрите, сама по себе цепочка вот такая вот кракобяка получается. То есть ее нужно каким-то образом будет довести до ума. В данном случае я сделала такую звездочку или снежинку с 8 вот этими вот углами. То есть вы должны провязать такое количество элементов, чтобы у вас получилось 8 вот этих вот уголочков с шапочкой.
Вот смотрите, друзья мои, я провязала кусочек цепочки, в котором у меня, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 элементов вот с таким углублением получается. Ну, или элементов с шапочкой. С двух сторон у меня стоят крестики. То есть я сейчас должна сделать последнее 8-е углубление или последний наш 8-й вот такой вот пик. И теперь нам нужно два вот этих вот конца между собой соединить. Как мы это делаем? Мы набираем 3 бисерины, подтягиваем, заходим, как мы делали до сих пор. И теперь мы набираем еще одну бисерину. Нам самое главное зайти правильно вот в эту бисерину. То есть зайти мы набрали одну бисеринку, и заходим мы вот в этот наш первый крестик, вот в эту боковую, вот наш крестик, вот в эту бисерину со стороны пика. Тогда у нас с вами будет одинаково все сплетено. Вот я зашла в эту бисерину, подтянула, и вот такой вот у нас получился элемент. Ну, для надежности можно сделать, смотрите, что можно по вот этому крестику для стяжки пройти по кругу. Все 4 бисерины пройти. И выйти мы должны вот в ту бисерину, которая смотрит в центр. То есть в обратном направлении от нашего пика. Вот мы в нее заходим. Тоже вы не смотрите, что оно сейчас все криво. Сейчас мы его подровняем. И теперь мы начинаем набирать биконусы. Или кристаллы, уж кто что захочет собрать. И каждый раз мы находим крестик и заходим просто вот в эту бисерину, которая смотрит в сторону центра. И подтянули. Ну и вот смотрите, что у меня в итоге получилось. Вот такое вот украшение. Если вы будете плести браслет, и вам нужно все время будет выходить в определенную точку, и точка ваша находится где-то с другой стороны от нитки, то очень легко пройти вперед по биконусам еще раз. Биконус, бисерина, биконус, и выходите туда, куда вам нужно. То есть по кругу по центральному проходите до нужной вам точки. Ну, а теперь давайте я покажу, как я присоединяла второй круг. Хотя, если у вас не очень много опыта, вы можете просто наплести таких элементов и из них уже собрать украшения. Нужно нам выйти в одну из бисерин. Так как у нас это первый элемент, то мы выходим в одну из вот этих вот выпуклых бисерин по ходу плетения. Вот так. То есть, смотрите, для бисера номер 8 подойдут биконусы 6 миллиметров. А сейчас мы, наверное, попробуем сделать следующий элемент с кристаллами 4 на 6. То есть у этих кристаллов расстояние между дырочками 4 миллиметра. Они будут чуть меньше, и посмотрим, как будет выглядеть наше украшение. Ну вот, мы с вами вышли
вершинку нашего пика. Первый раз мы набираем 6 бисерин. И точно так же проходим мы в 3, но не центральные они получаются, а у нас здесь с краю должна остаться одна. От нее отсчитываем 3 и вот так вот проходим. У нас с вами, смотрите, это уже получается новый пик. И дальше продолжаем все так же, как мы с вами делали. Набираем 3, после крестика делаем 3 бисерины, подтягиваем, заходим в центральную в обратном направлении. Набираем 5 бисерин. То есть первый раз мы набрали 6, а потом все время делаем то же, что мы делали до сих пор. Набираем 3, 5, 3, 5. И проходим в 3 вот эти вот бисеринки. Как я сказала, все плетется быстро, просто, потому что не нужно каждый раз заглядывать, в какую сторону нам нитку. Идем просто вот по схеме, а потом мы подровняем и соединим. Плетем мы до того момента, как у нас получится 7 вот этих вот уголочков. Вот этот 8 мы его сделаем потом. То есть плетем 7 уголочков, заканчиваем, как всегда, крестиком. Ну вот посмотрите, я сплела кусочек цепочки. У меня здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это будет наш 8 уголочек. Ниточка выходит вверх в сторону пиков. Наш пик это вот он. Видите, у него вот крестик последний. И мы теперь должны, смотрите, набрать одну бисерину, зайти в бисерину, которая, вот смотрите, крестик. Первая бисерина, которая от уголочка, это она, вот она. А вот эта вторая, мы должны зайти вот сюда. То есть вот мы, смотрите, вот крестик, вот первая, вот заходим сюда, через одну от крестика. Через одну от крестика, вот она, вверх, в сторону элемента. Зашли. Теперь мы делаем вот такой вот разворот и заходим назад вот в эту вот бисерину. Это мы с вами повторили вот этот вот наш уголочек. Неудобность в чем, что цепляется за каждый уголок леска. Ну вот у нас с вами получился второй элемент, вот такой вот страшненький. И сейчас мы его с вами доведем до ума. И вот мы вышли из нашего уголочка, и нам надо попасть в крестик, в ту бисерину, которая смотрит в сторону центра. Вот так прямо по ходу и идем. Вот я в нее уже и зашла. И давайте попробуем сейчас вставить вот сюда кристаллы 4 на 6. Что у нас с вами получится? Точно так же идем по бисеринам, которые, смотрите, видите, вы просто должны постоянно разравнивать уголочки в одну сторону. По бисеринам, которые от крестика смотрят в центр.
Получилось ничуть не хуже, чем с биконусами. То есть выбирайте сами, как вам больше нравится. Дальше, наверное, нужно было бы еще раз пройтись по кругу, но это естественно, что вы доходите до того момента, откуда вам нужно плести следующий элемент. Если браслет, то вы потом можете просто еще вот так соединить, пройтись по кругу, выйти, соединиться и назад вернуться и плести дальше. Так как я плела уголочком украшения, то я выходила вот в эту бисерину. То есть между элементами у меня оставался один уголочек. Закреплять ее лучше перед биконусом или перед кристаллом. Завязали пару узелочков. Пошли по ходу, зашли в кристалл, прошли бисерину и завязали еще пару узелочков. Ну и каким же образом сплести вот такую вот цепочку. Смотрите, цепочку я начинала плести из третьего уголочка от соединения. Раз, два, вот из третьего пошла цепочка. И хоть я ужасно не люблю плести на двух иголках, я взяла 2 иголки. Это очень существенно сокращает время плетения. Отсчитываем. Раз, два, вот наш третий уголочек. Заходим в него иголкой. Вот наши 2 иголочки, 2 ниточки. И делаем первый набор. Я брала 15 бисерин. Может быть, кому-то покажется это расстояние большим, может, кому-то маленьким. Вставлять биконусы можно чаще. Вот смотрите, я на одну из иголок набрала 15 бисерин. Вот они. Теперь я беру второй иголкой, и вот у меня, видите, нитка отсюда выходит. И захожу так попутно. Вот первая иголка. Я иду в ту же сторону, куда пошла первая у нас иголка. С обратной стороны захожу в эти 15 бисерин. То есть у меня получается эти 15 бисерин одеты сразу на 2 нитки. Вот так. Хорошенечко подтягиваю. Хотя можете сразу не подтягивать, а после того, как вы завершите набор, у меня здесь получилось по 15 бисерин и 5 вот этих элементов с биконусами. Вот я набрала 15, потом я на каждую из иголок набираю по 3 бисерины. Вот так. Теперь беру биконус и прохожу в него иголками друг навстречу другу. Вот так. Вот получился у нас первый элемент. Теперь я опять на каждую из иголок набираю по 3 бисерины. Вот они. Опускаю их вниз. Это уже чтобы их не путать со следующими. И набираю следующие 15 бисерин. Ну, давайте я наберу. Вот у меня тут 5 штук осталось. И в эти 15 бисерин я прохожу опять второй иголкой вот так вот вслед первой. Подтягиваю и делаю следующий элемент. И в итоге у нас с вами получается вот такие вот. Смотрите, хорошо подтягиваем. И в итоге у нас получаются вот такие вот элементы. Ну, может быть, вы придумаете какую-то свою цепочку для этого украшения. Вот, в общем-то, и все, что я хотела вам рассказать и показать. Плетите с удовольствием. Пусть ваши изделия всегда выходят очень красивыми, доставляют вам удовольствие. Будьте все здоровы. До свидания.